Всем привет! Давно ничего не записывал и все-таки наконец-то решил поделиться новым видео. Ура! Так сложились обстоятельства, есть место, время. Короче, начнем. Будем моделировать вот такой вот муфту Хирта, такое вот зубчатое зацепление, такая корона, кто как ее называет, но это муфта Хирта. Можно передавать с помощью нее вращения, либо сделать какой-то фиксатор для штатива, например. Так, я тут рассмотрел несколько способов и для себя определил, наверное, наиболее подходящий, что ли. Ладно, поехали. Новый проект, эскиз на виде сверху. Сделаем окружность, соточка. Так, Е на клавиатуре, экструд. Сделаем тоже, давайте соточку здесь. Замечательно. С помощью эскиза на верхней поверхности цилиндра. Так, клавиша P, проекция. Сделаем проекцию. Далее выберем многоугольник, вписанный. Кликнем в центр и обязательно введем курсор вот в это поле и не отводя его, введем здесь циферку 10. Окей, теперь отводим, прилепляем сюда и нажимаем Finish Sketch. Круто. Так, будем использовать этот вид сбоку. Выберем данные на кусочек эскиза и в Surface выберем инструмент Extrude. Уберем здесь галочку Chaining. Так, уберем, да, брали. И опустим все это как-то вот так вниз. Ну, допустим, на 20. Окей. Так, перейдем в Bodies. Построим теперь на этом кусочке поверхности эскиз, клавиша P. Давайте какой-нибудь прямоугольничек здесь вот так бахнем. Ну, чисто чтобы появились дополнительные точки привязки. Значит, сюда в центр и отсюда вот сюда. Так, единственное, что сделаем, наверное, еще... нет, прямоугольник, правильно. Так, побольше. Finish Sketch. Отлично. Так, теперь что нам еще нужно? Вернемся к нашим эскизам. Вот, пожалуй, на этом эскизе я сделал Edit Sketch. Но это ввиду, скажем, тех геометрических построений, которые преследуют потом меня. Так, возьмем также экструд, проэкструдируем вот этот элемент вот сюда вниз. Окей. Перейдем в Solid, выберем инструмент Loft и будем выбирать вот этот вот зубчик. Теперь через плюсик выберем, так, через плюсик выберем, что, не дает выбрать ребро? Точку выберем, да? Ну да, в принципе, с таким элементом будет, наверное, уже работать чуть проще. Так, отключим все эти безобразия, все эти лишние построения. И таких вот частей у нас 10 на самом деле. Так, выбираем наше тело, выбираем 10 построений, круговой массив. Окей. В принципе, так, только Ctrl-Z сделаем, Press Pull вот этой части сюда сделаем, верну наш первый объект и сделаю Split Body. Рассеку его цилиндрической поверхностью, отключу это, отключу маленький кусочек. Так, что меня здесь волнует, так это, хотя, в принципе, да, этого объема нам хватит, чтобы мы не вышли за вот эти, в принципе, это нормально. Я тут моделировал до этого и столкнулся с некоторыми особенностями. Сейчас покажу. Если мы делаем вот такой круговой массив 10 раз, окей, то теперь вот это пространство нужно заполнить. И, соответственно, если бы не было вот так низко опущена эта часть, то, возможно, тот массив, тот объект, который мы будем сейчас вращать, он вот здесь немножечко выходит, перекрывает. Не очень, короче, красиво получается. Так, теперь нам остается просто объединить все эти элементы. Так, окей, круто. Что делаем дальше? Давайте на виде сверху создадим еще одно отверстие с помощью окружности. Вот так. Вырежем. Окей. То есть что нам теперь нужно осталось заполнить вот этот вот весь объем. Так, на виде сбоку сделаем эскиз, сделаем слайс, здесь галочку поставим. В принципе, мы можем из центра уже вот так вот прямоугольник поднять, не скетч, сделать revolve. Так, 8-то выберется. Да, с операцией cut. Окей. И просто с помощью операции extrude все это вот так выдавить. Окей. Собственно, мы получили с вами
ту самую муфту Херта. Здесь можно делать какие-то дополнительные еще там экструды, объединения при желании. Можно снять вот эти кончики с помощью эскиза. На виде сбоку просто делаем прямоугольничек. Давайте всё-таки это тоже продемонстрируем на всякий случай. Ну так, чисто ради интереса. Давно не виделись, поэтому можно это все-таки сделать. Делаем симметрично. Окей. Все, мы молодцы. В принципе, наверное, по данному подходу, наверное, все. Конечно, можно найти какой-то другой способ. Можно делать split face на цилиндрической поверхности. Потом с помощью операции offset. Ну, сейчас продемонстрирую. Например, можно тем же самым подходом, что делал я до этого, а, сделать split face вот этой цилиндрической поверхности, получите примерно точно такой же. Давайте попробуем сделать это с помощью инструмента offset face с нулевым смещением. Окей. И как будто бы у нас с вами есть цилиндр вот с этим вот самым рассечением. Соответственно, если мы вдруг получили такую поверхность, то мы можем применить к ней операцию thicken, утолщение. Так, можем или не можем? Давайте попробуем. Thicken. Да, вот есть стрелочка и тянем внутрь. И мы получаем практически такой же результат. Такой же, да не такой же. Получается, что здесь в первом случае он правильный. У нас все стремятся, получается, наш треугольничек, который мы здесь рисовали, он стремится в одну точку. То есть вот это на одной линии находится. Так, давайте все-таки завершим построение. Так, это вот... Мгм. А вот второй случай. Здесь, получается, каждая точка стремится к центру какому-то. То есть, если в этом случае все элементы нашего треугольника стремились в одну точку, которая лежит вот в этой плоскости, которую, например, я здесь сейчас выберу, допустим, вот так. Они все стремятся в одну точку туда. То в случае с утолщением у нас каждая точка стремится просто к центру данного цилиндра. Ну и поэтому мы получаем такие странные искажения. В принципе, так тоже можно построить, но я сомневаюсь, что это будет правильное построение. Вот поэтому этот вариант я считаю более правильным. Поэтому как-то так. На этом я данное видео буду заканчивать. Обязательно оставляйте комментарии, предлагайте новые темы, ставьте лайки обязательно. Так, ну все, до новых встреч.